Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня мы будем плести дополнение к моему предыдущему мастер-классу. Это вот такие вот серьги в технике фриволите. Но так как многие мне писали такую интересную идею, как вставить в жгут бусины, я решила его проверить. И что же, вот посмотрите, что у меня получилось. На мой взгляд, очень даже интересный результат. А если вы впервые на моем канале, то не забывайте подписаться на него, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых мастер-классах. Изначально вторая идея плетения жгута состояла у меня в использовании в плетении бисера, как я здесь сделала, но также вовнутрь я хотела вставить обычную вот такую вот веревку. Оно дало бы нам жесткость, а также удерживало бы изделие в нужной нам форме. Но эта идея оказалась немножко провальной, так как нужного диаметра я просто не нашла веревки. Поэтому эту идею я отбрасываю в сторону и соглашусь с мнением большинства, что бусины, вставленные в жгут, дают очень интересный результат. А если вы возьмете тем более другой какой-нибудь контрастный оттенок, то получится вообще очень необычно. Ну что же, для работы нам понадобятся нитки. Вы можете использовать капрон, полиэстер, все что угодно. У меня будут нитки, это Love 70L, цвет серебристо-серый. Также для работы нам понадобится 2 челнока, так как помним, что схема у нас полностью состоит из комбинированных колец. Вплетать мы будем обычный чешский бисер черного цвета. И для укрепления жгута нам понадобится несколько размеров бусин. 6, насколько я помню, вот это 4-миллиметровые бусины. И вот такие вот прям совсем малюсенькие, это, наверное, 2 мм. Больше всего нам понадобится 4-миллиметровых бусин. Они у нас будут как основа. Итак, давайте приступать. В этот раз я, кстати, жгут сделала немножко поменьше размером, поэтому плести мы будем уже кольца не 4 пико 4 с одной стороны и 8 узлов с другой, а по схеме 6 узлов с одной стороны и 3 пико 3 с другой. Заранее надеваем бисер на челноки. У меня надеты на 2 челноках, но нам нужен бисер всего лишь на одном, так как вплетать мы будем его только с одной стороны колечек. Итак, я связываю концы ниток и начинаю плести. То есть, смотрите, у нас челнок без бисера, не обращайте внимания, что у меня здесь немножко есть, должен идти с той стороны, где у нас не будет пико. Плетем вначале 6 узлов, заправляем кончики ниток сразу же. Вообще это плетение ничем не отличается от моего предыдущего мастер-класса. То есть если вы сплели уже жгут, вы будете понимать, как плести серьги. Далее переворачиваем и плетем вторую сторону. Здесь мы должны будем вплести бисер в пико. То есть вначале мы сплетем 3 узла, начинаем плетение с обратного, не забываем. После первых 3 узелков мы делаем пико, но не забываем, что в пико мы должны вплести также бисер. Поэтому подгоняем 2 бисеринки и доплетаем еще 3 узла. После этого колечко затягиваем. Таких колец нам нужно сплести 4 штуки. А тем временем я продолжаю плетение. Плету уже 3-е кольцо. Итак, у нас готово 4-е кольцо. Вот покажу поближе, что у вас должно получиться. Теперь при плетении следующего колечка мы должны соединиться одной стороной за первое кольцо,
чтобы у нас образовался замкнутый мотив. А с другой стороны мы вплетаем также бисер. Поэтому смотрим, каким челноком мы должны выполнить работу. То есть вот посмотрите, если у меня вот этот челнок без бисера светлый, ну, конечно, он с бисером, но без бисера будем считать, мы им и должны плести первую сторону. То есть начинаем плетение. Плетем уже 3, потом присоединяемся за пико от первого колечка и доплетаем еще 3 узла. Сплели 3 узла. Далее подкладываем, подгибаем аккуратно вот таким образом наши колечки. Проходимся в пико, выполняем соединение. Плетем далее еще 3 узла. Далее опять переворачиваем работу и плетем 3 узла, 2 бисерины вплетаем в пико и еще 3 узла. Колечко после этого можно будет затянуть. Подгоняем 2 бисеринки после 3 первых сплетенных узелков. И вплетаем их в пико. Далее плетем еще 3 узла и работу затягиваем. Следующее колечко плетем точно так же. Плетем вначале челноком без бисера первую сторону. 3 колечка сплели. Теперь выполняем соединение за второе кольцо за пико. То есть, как видите, схема у нас совершенно не изменилась. Плетем еще 3 узелка. Переворачиваем и доплетаем вторую сторону колечка. 3 узла, потом пико с 2 бисеринками и еще 3 узла. Всего я буду плести 5 рядов вниз. Вот, посмотрите. То есть плести недолго. И в конце хочу также отметить, что у нас самое последнее колечко будет без использования бисера. Я это делаю для того, чтобы более-менее сделать низ ровным. Чем больше колечек вы сделаете, тем длиннее у вас будет ваша сережка. Просто продолжайте по спирали плести дальше. Я уже вернусь к вам, когда буду плести последнее кольцо без использования бисера. Ну что, я закончила плести вот такую вот заготовку. Хочу также показать, вот последнее колечко я сплела без использования бисера. Всего у меня здесь 20 колец. Даже без укреплений и без бусин внутри жгут получается достаточно жестким. В меру жестким, я бы даже сказала. Последнее колечко я уже зафиксировала, у меня кончики ниток уже заправлены. И теперь нам нужно взять иголку с ниткой и начнем расшивку. Расшивка у нас очень быстрая. Вначале мы проходимся через первое колечко. Вот здесь вот, где у нас самое начало. И это первое кольцо мы пришьем на противоположную сторону. Вот сюда. Далее мы должны пройтись до середины. То есть, если у нас здесь 6 узелков, мы должны пройтись через 3 узла. Делаем мы это для того, чтобы выйти четко посередине и начать расшивку уже бусинами. Так, я прохожусь через 3 узла. А далее просто выхожу иглой внизу, сквозь всю сережку нашу, вот здесь.
и начинаю надевать. Вначале у меня будут 4 миллиметра бусины использоваться. Всего мне понадобится надеть 5 4-миллиметровых бусин. Я уже надела это 4 и 5. Надеваю и заталкиваю их вовнутрь. Вот так. Теперь у нас сережка получилась очень крепкой. Она никуда не денется, так как у нее есть основание. Далее мы надеваем бусину 6 миллиметров. Потом снова 4 миллиметра. И самую маленькую 2-миллиметровую бусину. Далее, чтобы это все дело у нас зафиксировать, нам нужно надеть маленькую бисеринку. Просто обычный чешский бисер. Далее мы пройдемся в обратную сторону. То есть, не проходясь через маленький бисер, самый последний, мы проходимся сквозь все бусины до конца. И теперь нам осталось пройтись сквозь бусины, которые у нас находятся внутри сережки. То есть 5 бусин 4-миллиметровых. У меня тут прям совсем получается, иголочку не видно. Мне придется ее вот тут вот аккуратненько вытаскивать. И все, вот посмотрите, по сути у нас сережка готова. Нам осталось зафиксировать кончик. Я его буду фиксировать сверху аккуратно. Швензы я использую самые обычные. Это вот такие крючочки, которые нужно отогнуть снизу, зацепить за колечко и одеть на одно из колец. Все, далее мы просто зажимаем. Все, сережка у нас готова. Вот такие вот серьги у нас получились. Ну что же, на этом мой мастер-класс заканчивается и подходит к концу. Я надеюсь, что это видео было интересным и полезным для вас. Если вам понравился мастер-класс, то не забывайте поставить мне пальчики вверх, а также подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Мне всегда интересно узнать мнение о моих мастер-классах. Ну а на сегодня я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.